Привет, друзья! Меня зовут Наталья, и я рада приветствовать вас на своем канале «Мое хобби и не только». Сегодня я предлагаю вам посмотреть мою готовую работу, это ажурный джемпер. Также мы посмотрим мои процессы на ближайшие 1-2 недели. Я начинаю отсчет 2026 года, и первая моя готовая работа. Давайте посмотрим. Вот моя готовая работа. Ажурный джемпер. Достаточно длинный рукав. Сшивной. Изделие сшивное. Горловина такая, как я хотела. Такая вот. Видно, не видно. Достаточно глубокая и большая. Я тут вязала один ряд изнаночные, потом несколько рядов резинка 1 на 1, опять все изнаночные и закрыла закрытием лайт. Спинка. Давайте посмотрим изделие на столе. Так, джемпер был связан из ниток, еще раз скажу, Alize Angora Gold Shimly. Здесь 500 метров в 100 граммах. Очень бюджетная пряжа, очень хорошая пряжа. Но, может быть, кому-то и не хорошая, но для меня это достаточно нормальная пряжа. 500 метров в 100 грамм, 75 акрил и 20% шерсти и 5% это металлик. Бюджетное в том, что ушло у меня всего 200 грамм, 202 грамма на весах это изделие. В общем-то, я набрала 8 раппортов, раппорта 16 петель и 12 рядов в высоту. 130 петель я набрала, резинку 1 на 1 связала. Но еще, видите, надо было отпарить сильнее, но я постирала и все. Пару рядов этой резинки и потом пошла на рисунок. Прямо вязала, прямо довязала до пройм. Сократила здесь по 5 петель спереда и со спинки. 30 сантиметров я провязала и 28 у меня вверх до плеча. В общем-то, высота этого изделия составляет 58 сантиметров, ширина 50. У меня обхват груди 96 сантиметров. Оно еще растянулось, подтянулось и сидит на мне свободно. Длина рукава 48 сантиметров. Рукав я набрала 5 раппортов по 16, еще раз скажу, петель 1 раппорт. Это 80 петель. 80 петель, как я набрала из проймы. Я не вязала отдельно этот рукав. Я набрала из проймы 80 петель и вязала вниз. Не сокращая, не убавляя ничего. Он прямой у меня рукав. Правда, рисунок, я уже говорила как-то в видео, что рисунок у меня, эти веточки идут на спинке и наперед, это идут вверх. А рукав, так как я набрала с пройм, пошли вниз. Но я думаю, это не критично и даже, наверное, не видно. Но, может быть, кто-то, если вот под лупой разглядит, то для меня это никаких проблем. Сначала я как-то зациклилась на этом, думаю, боже мой, что я делаю? Я же набрала из проймы и пошла вниз. А сейчас уже мне очень нравится этот джемпер, я его буду носить. Думаю, что носибельный будет. Здесь я оставляла открытые петли, плечо. Открытые петли, и потом открытые петли методом 3 спиц я сшивала. Оно вообще не видно шва ни на левой стороне, ни на правой. Ну, на правой чуть-чуть видно, но
пройму я закрывала средние, наверное, 20, не 32 петли, потом сокращала 5, 3, 3, 2, по-моему, так. И здесь тоже задней части я побольше немножко провязала, тоже сокращала центральные петли и убавляла потом по бокам. Горловину набирала петли, вязала первый ряд изнаночными, потом шла у меня резинка 1 на 1 со снятой петлей с лицевой, буквально 6 рядов. Потом шла опять дорожка из изнаночных петель и закрывала я методом Light. Так же, как я и закрыла рукав. Тоже методом Light. Вяжите такое изделие. Мне кажется, это очень даже бюджетный вариант. Два мотка ушло на 44-46 размер. Следующее мое изделие, незаконченное изделие. Я его начала вязать еще вообще. Самое первое, это, наверное, конец декабря какого-то, 23-го, или какого я его начала вязать, еще вам показывала в предыдущих видео, как я делаю погон этот, горловину. Это самое убавление по спинке, укороченные ряды по спинке, по переду. Вязала я спицами 5,5, а ажурный джемпер я связала на спицах 3,5. Все изделие связано на спицах 3,5. Это изделие толстое, оно в 2 нити. Я миксую 2 нити. Спицы 5,5. Пройму уже вывязала. Здесь набрала проймы. И вот уже пошла на резинку и затормозила немножко. Но отсюда я от линии груди, я померила, это у меня вот идет от линии груди, чуть-чуть пониже. Даже не стала делать выточку грудную, вот эту укороченными рядами, потому что я начала вязать спицами номер 8. Я хочу, чтобы у меня низ был объемный, пышный и такой вот, ну, петли были такие вот объемными. Наверное, я это добьюсь. И резинку хотела связать сантиметров 15. Рукава еще нет. Уже я, конечно, знала, как я вязать буду, но не знаю теперь, как я их буду вязать. В общем-то, я хотела в одну нить пышный рукав, как паутинку. Но спицы брать большого размера. Вчера я начала вязать вечером еще одно изделие. Это у меня нитки Yarnart Jeans. Здесь 45% акрила, 55 катон, 160 метров в 50 граммах. И я начала вязать. Сейчас вам покажу. Я начала уже. Простите, пожалуйста, но по столу эти спицы перевозят. Начала вязать рубашку японским плечом. Я набрала, вот здесь видно, 30 петель. 30 петель вот набрала. Набирая каждый лицевой ряд по 2 петли. Сделала такую линию погона, плечевую линию. Вот здесь я уже набрала на полочку спицы, отвязала 12 сантиметров по спинке, сделала прибавки на пройму по 6 петель с каждой стороны и сняла спицы, поставила заглушки и начала вязать уже полочку. В общем-то, я хочу связать рубашку на пуговицах с манжетами, воротничок, отложной воротничок. Вот это вот углубление по спинке я сделала именно по шее, чтобы было впритык и чтобы никуда не болталось ничего. Вот такой вот у меня будет вырез горловины. Вот такое у меня
изделие. Но это буквально за неделю, и я его должна связать. Буду вам показывать весь процесс. Пока только так. Сейчас у меня дальнейшие планы — это со стороны горловины делать прибавки, делать круглую вот так горловинку и начинать потом вязать планку. Со стороны плеча здесь нужно сделать 2 убавки, чтобы легло плечо ровно по плечу, не по плечу, а по пройме, потому что отсюда будет идти рукав, наборный рукав. Вот такое у меня будет изделие. Хлопковая рубашка. Всем большое спасибо, что заходите на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы. Я на все вопросы буду отвечать. Пишите, нравится или не нравится вам мои видео, мой формат общения с вами. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.